Непал Кришна Госвами. Это был, может быть, 90-й год. Наверное, 90-й год. Да. Я еще не был в Индии. Он приехал в Санкт-Петербург. Конечно, он был еще раньше, еще когда на ВДНХ была выставка, это еще при жизни Шрилы Прабхупады было. Он приезжал в Москву. Он, собственно, первый был, кто приезжал в Москву. И представил там Бхагавад-гиту на ВДНХ. Но я увидел его в 90-м году. Он приехал в Петербург в брюках индийских и такой длинной курте, индийская одежда, небольшой прической. И он пришел в кафе. У нас было кафе, наша гордость. Там пища была скудная достаточно. Ну, рис дал и все. В разных формах. Еще делали халаву, больше ничего. Овощи нельзя было там готовить. Он пришел в кафе и сразу шел на кухню. О, как прекрасно, как у вас тут хорошо. Открыл холодильник, там такой был кавардак. Он говорит, о, как хорошо, как прекрасно. Видел картины на стенах, которые мы расписывали. Говорит, какие художники. И он как бы на самом деле радовался. Это не было что-то искусственное. Почему? Потому что я думаю, что он даже не ожидал увидеть такое в СССР. Что там на стене будет Кришна нарисован, изображен. Все эти попытки. Он на самом деле восхищался всем этим. Я думаю, так он саньяси. Почему на руке перстень золотой? Ну, мы же неофиты. Мы же ничего не видим, кроме внешней энергии. И он хотел принять просад в кафе. Ему принесли рис, дал. И пури. Такая лепешка была, печеная на топленом масле. Он снял перстень, положил рядом. И я рассматривал этот перстень больше, чем его помню. Из чистого он золото или нет. Да, там было изображение Прабхупады. Но я, в принципе, просто на перстень смотрел. Я думаю, разве так вот, можно, чтобы саньяси ходил с золотым перстнем? Помните этого человека, который Нитьянанду критиковал? Что весь в перстнях, и там весь, вот я таким же был тоже. И он сказал, сабджи у вас есть? Сказали, сабджи нет, ешьте, что дают. Ну, мы такие были, полные неофиты вообще. Ну, в такой дух у нас был. И он ел и нахваливал. Прекрасный представил. Говорит, значит, так, кто готовил? О, я ее заберу в Индию, эту матаджи, она будет готовить мне там. Он так. Но это, затем он, конечно, шутил, видел наш уровень, но там была такая доброта, что, знаете, я не знаю, как это писать, мы просто были настолько счастливы почему-то. Я про этот перстень потом забыл вообще. У него какие-то чары были необъяснимые, потому что лекции у него были очень простые. Там не было какой-то сложной гьяны никогда. Он очень просто говорил. Но какие-то удивительные чары, вот эти вот бхакти,